у нас усилитель. Кто он там? АМП МАЗ 1200 одноканальный. После другой мастерской он даже без крышки пришел. Сказали, что сгорел. Поменяли транзисторы. Это вот там вот под накладкой. Но на новых тоже не заработало. Не включается. Показывает ошибку. Лампочка красная горит. Там разобраться не смогли. Ну что ж, будем ковырять его. Будем ковырять. Так, ну вот берем новые транзисторы. Там маленечко старых есть. Вот одно плечо я уже запаял. Сейчас будем ставить второе. Вот эти резисторы, кстати, они тоже любят подгорать. Но я их все проверил. Они все это соответствуют номиналу порядка 11 килоом. Так, ну вот, все, включился усилитель у нас. Оба. А вот так вот его жмешь и выключается. Что вот это такое? Оно стоит только его переподключить. И он все опять работает. А вот здесь вот жмешь. Раз. И переподключается. Предлагаю снять вот эти емкости и прозвонить как следует провода. Ну, короче, удалось его отремонтировать все-таки. Вот он стоит уже довольно долго включенный. Вот эти элементы я все выпаивал, каждый проверил. Все их значения. Отрывал вот от этого клея залитого. Блин, жесть была, конечно. Потом я обратил внимание, что иногда он включается, и пока его не трогаешь, он все стоит, работает. Но как только его вот начинаешь шевелить, он загорается, красная лампочка ошибку показывает. Короче, пропаял ему все диоды, что вот по цепи есть. И потом я понял, что где-то вот тупо не пропай в самих выходных транзисторах. Видимо, их когда снимали, оторвали колечечко где-то. То есть получалось, что с одной стороны платы контакт с транзистором есть, а с другой стороны платы контакта нету. В итоге я пропаял на всякий случай вообще все транзисторы с обоих сторон. Вот другая сторона. Тоже все резисторы, все транзисторы, всю обвязку. То есть их я пропаял, диоды вон там вот. Вот. И он у меня заработал. Ну вот осталась сущая мелочь. Это его собрать, нанести термопасту везде. Потому что я пока его делал своей футболкой, все вытер, блин, руки тоже все в термопасте. Ну, соберем сейчас, да и проверим. В процессе сборки столкнулись с тем, что вот под такие винты у меня не нашлось насадки, биты для моей замечательной отвертки. Но в очередной раз выручила любимая осиамишная отвертка. У нее такая вот бита есть. Ну и пришлось все это, конечно, вручную собирать. Как в старые добрые. Такие дела. Собрали с горем пополам усилитель этот, что мне его разобранный почти притащили. Так, ну смотрите, у него только один выход на динамике. Скорее всего, это усилитель для сабвуфера непосредственно. Об этом же говорит и кроссовер наш. Поэтому проверять мы его будем сугубо низкими частотами. Ну вот, 90 Гц. Ну все, выше 2 килогерц, наверное, он не может.
можно отдавать уже его, наконец-то.